Привет, YouTube! На прошлой неделе мы с вами плодотворно поговорили о том, что же такое Chrome DevTools, какие там есть вкладки и для чего этот инструмент может применяться при тестировании веб-ориентированных приложений. Как и обещал, на этой неделе мы затронем такую тему, как HTML и CSS. Но сразу вас предупрежу, не в том русле, что мы научимся верстать страницы, описывать дизайн этих страниц и стиль в файлах CSS. Нет, мы узнаем вообще, из чего состоит HTML-код, где можно посмотреть описание этого кода и описание его стиля и дизайна с помощью CSS, чтобы у вас было представление, как вам можно тестировать эти два элемента с использованием этих двух формальных языков. Начнем с HTML. Что же это такое? HTML говорит браузеру о том, какие элементы должны быть на странице. То есть именно с помощью HTML мы прописываем какие-то текстовые блоки, информацию в них и как они должны отображаться на нашей странице. То есть верстаем наш сайт. Плюс ко всему, с помощью HTML можно задавать также какие-то стили простые, описывать шрифты, добавлять какие-то элементы на страницу, либо же добавлять картинки. Но именно кастомайзить по-крупному нам позволяет CSS. О нем поговорим чуть дальше. Если мы говорим про HTML, то на английском полное его название звучит так: Hypertext Markup Language. То есть это язык гипертекстовой разметки. Давайте с вами оформим отдельный узел, который назовем HTML. Сразу хочу отметить, что язык HTML не является языком разработки, языком программирования. Поэтому не ведитесь на то, когда вас спросят, например, какие языки программирования вы знаете, не нужно говорить HTML. То есть языки программирования — это Java, JS, Python и другие всем известные языки программирования. Не называйте, пожалуйста, HTML. HTML — это подвид XML. XML — это Extended Markup Language, то есть это расширенный язык разметки, и он используется для тестирования API. Он прописывается в SAP-протоколах, о которых мы с вами будем говорить чуть дальше в рамках тестирования, как я уже сказал, API. И именно там используется XML. Поэтому языки эти между собой очень похожи. Именно о правилах того, как необходимо писать файлы на языке XML, мы поговорим с вами чуть позже, так как это также часто спрашивают на собеседованиях, и при тестировании API это очень важно. Возвращаемся к HTML. Единица информации в HTML — это тег, который обрамлен скобкой. Я думаю, что теги с вами мы все видели. То есть это такие вот скобки, в которых содержится какой-то тег, то есть название этого тега. Например, есть такой известный тег, как A, это гиперссылки, то есть мы здесь можем прописывать гиперссылки. Тег B, например, говорит о том, что наш текст должен быть написан жирным шрифтом. И у таких тегов должна быть закрывающая часть со слэшем. Как это выглядит, например, для B? То есть это, опять же, наша фигурная скобка, слэш, наименование тега, и мы закрываем эту фигурную скобку. То есть обязательно необходим быть такой закрывающий тег. Такие закрывающие теги используются, если между нашими двумя вот этими тегами содержится какая-то информация. Но также есть теги, которые не нужно закрывать. Например, к таким можно отнести тег input, тег img. То есть, как вы видите, необходимо просто поставить тогда перед второй скобкой закрывающей слэш. В чем же отличие таких вот тегов с закрывающим элементом и тегов без него? В том, что если между этими тегами заключается какая-то информация, например, если мы говорим о тегах B, которые говорят о том, что шрифт наш жирный, то есть bold, то, например, здесь может быть какой-то текст. Давайте так и напишем. Текст. То есть этот текст и будет жирным шрифтом у нас отображаться на странице.
Так как input, например, говорит о том, что это поле ввода, то есть это просто написание данного тега говорит о том, что у нас на странице отображается поле для ввода. То есть это отдельный такой элемент. Если мы говорим про img, то здесь тогда еще необходимо добавить какой-то атрибут с ссылкой на нашу картинку. Что же такое атрибут? Он используется для того, чтобы уточнить информацию, как я уже сказал, например, расположение нашей картинки. Если мы говорим про атрибуты, возвращаясь к нашей гиперссылке, тегу A, то есть такой, например, атрибут href. И если мы напишем здесь наименование какого-то сайта, например, Яндекс.ру, здесь будет наименование самого сайта, к примеру, Яндекс, и закрывающий наш тег, то у нас тогда на странице, которую мы верстаем, отобразится вот этот Яндекс в виде гиперссылки. То есть он будет синим шрифтом подчеркнутый, и при нажатии на эту гиперссылку, которая у нас я.ру, мы перейдем на этот сайт. То есть вот этот href будет атрибутом. Атрибут используется, как я уже сказал, для уточнения какой-то информации, которая у нас содержится в тегах. Также есть такой атрибут, как CRS. Это уже ссылка на нашу картинку, то есть информация о расположении данной картинки либо же на нашем каком-то локальном сервере, либо же в сети интернет. Выглядит это похоже как и с атрибутом href, то есть мы просто тогда пишем image src равно и расположение нашей картинки. Например, диск C, папка image. И наименование файла, к примеру, 1.png. И тогда на наш сайт ставится картинка, которая находится вот по этому расположению. И также немаловажно знать о том, какая структура вообще есть у HTML документа, какие теги у нас используются основные для того, чтобы описать эту структуру. Обычно самый первый тег — это определение типа документа, и дальше у нас есть основной тег HTML, который обязательно должен содержать закрывающий элемент, и между ними располагаются два тега head и body. Head — это какая-то служебная информация, которую наш пользователь не видит, то есть это та информация, которая используется для браузера и поисковиков. Дальше мы с вами откроем DevTools на каком-либо из сайтов и посмотрим, как это вообще можно посмотреть. И также body, то есть здесь уже размещается наше содержание документа, то, что видит наш пользователь, то есть это то, что у нас отображается на самом сайте. И уже внутри вот этих двух основных тегов, закрывающими элементами, находятся другие теги, которые характеризуют либо служебную информацию, либо информацию для пользователя. Если мы говорим для информации пользователя, то здесь можно назвать те же самые теги A, который ведет на какие-то сайты, содержит гиперссылки в себе. B, если мы хотим написать наш текст жирным шрифтом. Input, расположение каких-то элементов, в данном случае элементов для ввода информации. И какие-то картинки, например, с ссылками на эти картинки на нашей локальной машине, либо же в сети интернет. То есть эти все вот теги дальше используются. И обязательно нужно помнить о том, что есть закрывающие элементы в них, какие-то теги не требуют этих закрывающих элементов. То есть все это можно дополнительно узнать в различных источниках, например, на том же YouTube. Я обязательно оставлю для вас ссылку в описании на те ресурсы, на те каналы, которые использовал я сам, когда изучал HTML и CSS. Там довольно подробно рассказывается о том, как можно сверстать свою первую страницу, что для этого нужно сделать, какие-то основные теги расписаны. То есть, если вам интересна данная тема и вы хотите попробовать сделать свой простенький сайт, то без проблем вы можете воспользоваться этой ссылкой и научиться понимать вообще, что же такое HTML-документ, из чего он состоит и как с этим дальше жить. В принципе, той информации, которую я вам сейчас расскажу, достаточно для начинающих тестировщиков, то есть вам не нужно куда-то глубоко копать. Чаще всего даже вы не будете прибегать к тому, что будете изучать структуру HTML-документа, как-то менять теги. То есть, конечно, это все зависит от специфики работы вашей компании,
Но в целом скажу вам так, что именно HTML-документ, HTML-разметку очень редко используют для целей тестирования фронтенда. В основном у вас будут какие-то мокапы, по которым вы будете смотреть размеры тех или иных элементов, то есть инспектировать с помощью наших DevTools эти элементы, смотреть их размеры, смотреть шрифты, которые там используются, смотреть какие-то расстояния от одного элемента до другого. То есть это все расписано во всех инструментах для разработки и дизайна, и мокапов. То есть никаких проблем у вас с этим возникнуть не должно. И если будут возникать какие-то вопросы по HTML, можете спокойно писать в комментарии, я постараюсь на них ответить. Если же вы все-таки не сможете найти эту информацию в сети интернет. А для тестировщика очень важно уметь гуглить то, что вам непонятно. Поэтому обязательно, если у вас возникают какие-то вопросы, не нужно сразу бежать к знающему человеку, а сначала нужно все погуглить, прочитать, разобраться. И если вы уже тогда не поймете, только в том случае необходимо обращаться к вашему ментору, к примеру, на работе, либо же ко мне, если вы смотрите данное видео здесь и пока просто учитесь. И, как я уже сказал, давайте с вами на примере нашего любимого и известного сайта Onliner, который мы уже использовали в предыдущих наших занятиях, посмотрим, как это вообще выглядит в браузере, в DevTools. То есть, как я сказал, есть doctype HTML, то есть написано на HTML языке. Есть теги HTML, которые открываются и закрываются, и теги head и body. Плюс ко всему, внутри самих вот этих head и body уже их можно раскрывать и смотреть другие теги, которые здесь есть. То есть, как я уже сказал, вначале у нас идет в head информация не для пользователей, а для нашего браузера с различными тегами. Здесь информация о кодировке, информация о скриптах, которые у нас используются на странице. Опять же, различные ссылки, которые есть у нас на странице и не нужны нам, как конечному пользователю, а больше для работы самого сайта. То есть все вот это у нас здесь расписано. И если мы говорим о body, то здесь уже содержится информация о том, что у нас находится на странице. Как видите, у нас здесь в основном все в скриптах, потому что здесь онлайнер написан на JavaScript, и то есть JavaScript уже отрисовывает все элементы на этой странице, поэтому посмотреть какие-то теги, про которые мы говорили с вами раньше, не получится, так как тут, по сути, они и не используются. Вот, то есть на досуге изучаем, смотрим видео, учимся распознавать эти теги, запоминаем основные их свойства. И если вас просят на собеседовании, не теряемся, рассказываем все, что мы знаем про HTML. И совсем немного хотел бы вам еще сказать про CSS. CSS — это Cascading Style Sheets. Давайте с вами сразу напечатаем это, чтобы у вас тоже сохранилось в голове, как это звучит. То есть это формальный язык описания внешнего вида документа, который написан на HTML. Простыми словами, это то, как должны выглядеть элементы на нашей странице. Вообще, CSS может задаваться в 3 разных местах. То есть в 3 разных местах мы можем указывать наши какие-то стилистические особенности тех или иных элементов и задавать их. Во-первых, можно задавать внутри самого HTML, внутри тега style. То есть это все выглядит довольно просто. Это будет, опять же, наша известная структура тегов. То есть внутри этого тега будет расписан, например, размер шрифта, его цвет, расположение этого элемента на странице. То есть все это можно указывать внутри нашего HTML-кода с помощью тегов style. Второй способ — это внутри атрибута. То есть, например, у нас уже есть знакомый тег image, img, и с помощью тега style, точнее не тега, а атрибута, извините, мы можем задавать также информацию, например, о бэкграунде. То есть здесь уже мы используем не наш тег style, а атрибут style внутри какого-то тега, к примеру, image.
И третий способ — это когда мы задаем какие-то стилевые особенности внутри отдельного документа, например, style CSS, то есть расширение этого документа CSS, и мы внутри нашего HTML делаем линку на этот документ с помощью тега link. То есть link, relationship у нас будет stylesheet, и href — это ссылка на то, где у нас находится наш файл style CSS. То есть вот эти три способа мы также можем использовать. Где можно посмотреть информацию о том, что у нас зашифровано в CSS? Опять же, это у нас вкладка Elements from DevTools. И здесь есть Styles. То есть здесь тоже содержится вся информация. То есть, например, если мы проинспектируем какой-то элемент, который у нас находится на странице, то здесь у нас есть информация о ширине, о высоте, о том, где он находится, какие у нас используются фоновые картинки, размеры фоновой картинки, шрифты. То есть все вот это здесь можно смотреть. Позиция также тут отрисовывается. То есть если у нас на макапе, например, написано, что границы должны быть там 3 дюйма, 6 пикселей, то все это можем здесь посмотреть, сравнить, действительно ли это так. То есть это вот в основном для чего используется CSS. Вкладка Styles, вкладка Computed, то есть тут тоже вся эта информация у нас прописана, мы можем раскрывать, смотреть как-то более детально вообще, что у нас здесь написано. Все это здесь можно посмотреть. Для чего еще полезно знать, например, HTML? Для того, чтобы в дальнейшем при автоматизации использовать информацию о локаторах, то есть о расположении наших элементов на странице. Мы это тоже можем здесь посмотреть. Я, к сожалению, не занимаюсь автоматизацией, поэтому не смогу вам провести какой-то более подробный экскурс по этой теме. Но знаю точно, что если в дальнейшем вы будете заниматься этим, развиваться в автоматизации, то вот эти знания в HTML помогут вам в дальнейшем. К примеру, вы будете знать этот локатор, и уже в коде, в вашем скрипте, который необходимо запускать для выполнения того или иного теста, вы будете прописывать конкретный локатор, на основании которого при выполнении теста будет точно понятно, куда нужно нажимать, к примеру, для того, чтобы залогиниться в систему, на какую кнопку. Вот для этого используются локаторы, если говорить по-простому. И возвращаясь к началу нашего занятия, как я и сказал, мы с вами не ставили перед собой целью научиться верстать страницу и привязывать к ней файл CSS, также используя какие-то атрибуты и теги внутри него, а просто узнали вообще, из чего состоит HTML, теги, атрибуты, структура самого HTML документа и откуда вообще подтягивается информация о стилях различных элементов из CSS, как мы можем привязать его к нашему HTML документу, либо же создать какой-то отдельный документ с расширением style CSS, связать его с HTML документом и в дальнейшем использовать для описания стилевых особенностей нашей страницы. Для начинающего тестировщика вот этих базовых понятий будет достаточно. Если на вашей работе вы в дальнейшем будете именно заниматься тестированием веб-приложений, то и большое внимание будет уделяться именно HTML и CSS, то, я думаю, вам обязательно про это расскажут, подскажут, где найти информацию. Возможно, ментор поделится своими знаниями, сделает knowledge transfer для вас. Поэтому не бойтесь, изучайте, читайте, смотрите, набирайтесь всей информации. А на этом у меня все. Рад, что нас с вами становится все больше с каждой неделей. То есть каждый раз, когда я записываю новое видео и выкладываю его на YouTube, я смотрю на количество своих подписчиков и искренне радуюсь тому, что эта тема интересна такому количеству народу, и всегда радуюсь вашей обратной связи. Поэтому обязательно поставьте свои лайки, подпишитесь на этот канал, если вы здесь в первый раз, и напишите в комментарии, было ли полезно для вас данное видео, что бы вы еще хотели узнать про тестирование веб-приложений, потому что уроков по этой теме осталось не так много. Возможно, у вас есть какие-то уникальные заказы, которые, возможно, обретут свое видение и у меня на канале. Милости прошу к нашему шалашу. Пока!